многое старое уже на самом деле изжило себя. И вам пора идти вперед. Поначалу будет тяжело. Ну, шпроты сопротивляются, Они конечно. очень Но сопротивляются. вы справитесь. Не, я справлюсь, Да, я конечно. вижу. Мы укладываем наши бутерброды на тарелочку. надо их укладывать. Нет, Давайте сразу мы еще нет. Даже я бы не сделал лучше, если честно. Правда вкусно очень. Спасибо. И этот год будет не только годом лошади, но и годом колеса фортуны. Наряжаться в золото и дарить золото. Женщинам бриллианты, мужчинам ремни. Кожаные, настоящие, сладкая вода. И что вы с ней будете делать? Сейчас увидите. Стелю простыню красную на ночь страстную. А сейчас к нам в гости придет специалист по фэн-шуй Ольга Кобрина. Встречаем. Добрый день! Год огненной лошади, который наступает, уже приготовил Гордону большой сюрприз. В этом году у нас 2 программы про предсказания. Ну, уж добивать так с музыкой. Какой же Новый год до беспраздничного стола? Давайте пригласим в студию бренд-шефа Евгения Зверькова. Евгений, здравствуйте. Здрасте. С наступающим. Взаимно. Так, тут много всего вкусненького. Да, мы сегодня поговорим о том, как нам подготовиться к Новому году, чтобы 31 декабря не превращалось в кулинарную катастрофу. Чтобы вы не стояли целый день у плиты и не уставали, а провели этот праздник красиво, легко и с удовольствием. Ну, значит, без оливье, правда? Ну, так как у нас год красной огненной лошади, наши блюда должны быть легкими, хрустящими, яркими, то есть без майонеза. Без майонеза? Без майонеза. Я только за. Так. Все. Сегодня мы приготовим 3 блюда. Первая закуска, она всем известна, это бутерброд со шпротами, но уже в ресторанной интерпретации. То есть это у нас будет бутерброд с риетом из шпротов и огурчиками криспи. Давайте, я уже хочу. Все. Чем у меня давно был вопрос, чем риет Не, вы отличается готовьте. от паштета? Фракция более крупная у риета. Понятно. То есть То есть мы видим, что у нас находится в риете. То есть Риет рубленый, а риет, паштет да, прокрученный. в основном понятно. разминают вилочкой просто ингредиенты, и вот получается у нас риет. Так, первым делом Первым делом. мы сейчас займемся риетом. Что нам для этого понадобится? Мы берем творожный сыр. А творожный сыр... Творожный сыр кремета, крем-чиз, все что угодно. Ну, вот Абсолютно любой. крем-чиз как Этот сыр используется в роллах практически Понятно. во всех. То есть, на самом деле, это просто и сметана такая взбитая. Ну, получается. деревенская такая еще, Ну да, понятно. густая сметана. Так, добавляем туда шпроты. Шпроты любые? Шпроты любые, копченые, по соли единственное, будем регулировать сам риет уже в конце. Добавляем шпроты. Пропорция 1 к 1, я вижу, да? Нет, пропорция, ну, это тут уже... банка шпрот тут уже почти. кому как лучше. Кто любит больше сыра, сливочности, кто любит больше шпротов. Тут уже Понятно. можно играть и делать все, как вам понравится. Так, добавляем сразу молотый перчик туда. Обычный черный или Да, можно... обычно черный. Ага. Так, и немножечко кислоты для баланса вкуса. То есть мы берем лимон и буквально Прям четвертушечку. Наш да. шпрот. четвертушечку вот так вот, да. Так. И начинаем разминать наш риет. Поначалу будет тяжело. Ну, шпроты сопротивляются, они конечно. очень Но сопротивляются. вы справитесь. Не, я справлюсь, Я конечно. вижу. Давайте сразу про огурцы. Огурцы какие? Маринованные или соленые? Огурчики у нас называются криспи. Это тоже закуска, грубо говоря. Такое Криспи ощущение, это что хрустящие. Свои да. блюда не едите. Такое ощущение, что уже такой... Все кушаем, все пробуем. Сейчас я покажу, как быстренько сделать эти огурчики. Эти огурчики, в принципе, уже являются закуской. Вот я привез их с ресторана, вот они вот так вот выглядят. Они Какие шикарные. тоненькие, хрустящие.
То есть готовится очень просто, очень быстро. Можно, в принципе, забывать о покупных маринованных огурчиках. Так, риет у нас почти готов. Мы добавляем туда еще зернистой горчицы немножко. Ой, вот это вкусно. Это вкусно. Так. И перемешиваем риет. Риет у нас готов. Дальше сейчас сделаем маринад для наших огурчиков криспи. Для этого нам понадобится яблочный уксус. Добавляем. Столько же мы добавляем воды. Желательно добавлять воду теплую, чтобы у нас быстро разошелся сахар, соль, то есть все специи, чтобы быстро разошлись. А вы знаете, что сейчас все думают, женщины по ту сторону экрана? Они не рецепт записывают, они думают, где бы такого взять. Чтобы просто рядом стоять. Так, мы добавили туда зернистую горчичку. Добавляем туда перец горошком, чеснок. Режем произвольно, тоненькими такими слайсами. Так быстро не обязательно. Обычно получается с пальца. Сейчас чуть-чуть так всех. Ну ладно, не пытайтесь повторить, все равно не получится. Да. Дальше добавляем сахар. У меня пудра сахарная, чтобы побыстрее разошлась. Добавили сюда. По пропорциям должен быть вкус умами. То есть это 5-й вкус после 4 основных. То есть и солено, и очень сладко, и кисло. То есть есть все. Добавляем сюда наши огурцы. Я их заранее порезал. Вот на такие тоненькие слайсы. Огурцы любые. Огурцы просто свежие, Ну, да. надо же их так тонко резать, да? чтобы Тоненько. они- Ну, тонко мы их режем для того, чтобы быстрее они промариновались. А сколько мариновать? Вот в таком виде мы оставляем. Вот мы добавили туда огурцы. Да. Наш маринад мы их оставили на час при комнатной температуре. Далее мы их убираем уже под пленочку в холодильник хотя бы на 1 час. Все, у нас все подготовлено для нашего бутерброда. Мы нарезаем хлеб. Хлеб можно обжарить. Вернее, даже не обжарить, можно пользоваться духовкой, потому что, когда мы пользуемся духовкой, мы экономим 50% своего времени. Мы берем наш хлеб и произвольно кладем наш риет на бутерброд. Столько, сколько душе угодно. Но всегда должен быть баланс. Не должно быть риета больше, чем хлеба, потому что вы просто Барановской не давайте. перестанете Я возьму на себя это. что-либо чувствовать. Я по соли не пробовал, но вы можете всегда ее регулировать. Так, мы укладываем наши бутерброды на Да тарелку. не надо их укладывать. Давайте сразу мы сюда. мы еще нет. Это еще не конец. Мы еще не закончили. Я понял. Дальше берем перепелиное яйцо, заранее уже отварил их. Ага. Будем использовать для украшения. Укладываем на каждый бутерброд по яйцу. Берем наши огурчики Ага, и сверху этот и огурчик. также декорируем. Ой, красиво. Если дома пинцета нет, можно руками класть. Да, конечно, это я просто, да. И украшаем любой зеленью, которая есть. Петрушка, укроп. Ну там, кстати, рукола пойдет туда, мне кажется. И рукколы можно, и микрозелень можно, и все что угодно. Так, это мы сделали. Дальше что? Так, это первая закусочка у нас. Так, шикарно. Дальше мы будем делать всеми известный салат селедка под шубой, но в очень легкой вариации. То есть быстро. Очень Давайте быстро. прям не отвлекаясь, просто интересно засечь, сколько времени вам понадобится. Так, берем картофель. У нас как раз-таки картофель запеченный. Ага. Чем он лучше, чем отварной? Потому что соль вытягивает всю влагу из картофеля. То есть он начинает таким, становится податливый, режется красиво. То есть нарезаем мы его кубиком. Можно нарезать как угодно, произвольно. Так, нарезали картофель. Берем нашу селедочку. Селедочку. Этот салат, в принципе, можно обозвать даже селедочным оливье, если так уже пошло. Селедочное оливье. Селедочное оливье, потому что туда идет у нас еще Да если зеленый. вам лень делать селедку под шубой и оливье отдельно, можете скомбинировать. Также нарезаем нашу селедочку. Это вот Таким тебе же надо самым приготовить и к своим этим, кого ты обидел, пойти перед Новым годом. Не, 1 января с утра. Дальше мы берем маринованные огурчики. Шикарно.
А можно соленый или нужно маринованный? Но тут тоже надо смотреть по соли. Если нравятся прям насыщенные такие салаты, то можно воспользоваться и солеными огурчиками. Так, и наш горошек добавляем сюда же. Красный лук обязательно. Мелко резанный? Режем перышками. Перышки. А если не один встречаешь Новый год? Ну, тут уже можно без лука, конечно, обойтись. Так, и мы сейчас сделаем быструю То есть вы заправочку. тоже не всегда кладете, да? Я вообще дома не готовлю. Далее делаем быструю заправку на салат. Это у нас нерафинированное масло, ароматное. Подождите, вы что сказали? Вы дома не готовите? Дома я не готовлю, нет. Я готовлю на работе постоянно. Можно с луком. Добавляем нерафинированное масло. Также яблочный уксус. Русская горчичка. Вот так вот. Ну, я так селедку обычно готовлю всегда. Еще лимону туда чуть-чуть. Добавляем сюда же еще зернистой горчицы. Мгм. Также немножечко, буквально каплю. Лимона. Все правильно, да. И обязательно добавляем сахар. Мгм. То есть пудру для баланса. Да, поэтому вот так вот перемешиваем. Конечно, лучше это делать венчиком, но и так пойдет. Перемешиваем. Вот такой вот у нас получается соус. И мы заправляем наш салат. Перемешиваем наш салатик. Так, и выкладываем в тарелочку. Ну вот, а сверху уже можно селедку под шубой. Ну, так привыкли, да. Со свеклой. Все, вот такой вот простой и легкий салат с селедкой у нас получился. Шикарно. Следующее, последнее блюдо у нас, это будет десерт. Мы будем делать немного такой ленивый вариант, быстрый вариант. Не пугайтесь и не бойтесь пользоваться покупными доступными решениями. То есть какие-то тарталетки покупать, вот как у меня безе, да. У меня не покупное, мы в ресторане сделали, но есть покупные. Вот. Так, для крема нам понадобится 33% сливки. Добавляем. Будем делать пока что 1 к 1. Дальше можно уже будет регулировать. Крем у нас должен получиться таким легким, воздушным, чтобы мы могли красиво на тарелке его оформить. Добавляем туда творожный сыр. Такое же количество, сколько и сливок добавили. Дальше добавляем чуть-чуть ванилина. У меня экстракт, но можно и сухой добавлять. Так, добавляем дальше сахарную пудру. Как она у вас не разлетается? Да, аккуратненько. Мы просто не Не чихали. дышим. Все, и дальше, и обязательно в сладкие крема нужно добавлять щепотку соли, для того, чтобы у вас ваш кремушек больше раскрылся. Это прям база, это обязательное условие. И дальше теперь приступаем к взбиванию. И обязательно долго не взбивайте, потому что может произойти такое, то, что у вас просто отслоится все, и кремушек не получится. Добавляем еще немножечко сливок, потому что крем получился густым. Вот у нас получился готовый кремушек. Ага. Все, сейчас будем собирать наш десерт. Мы будем использовать безе первым делом. На дно тарелочки, не обязательно делать этот десерт на тарелке. Вы можете сделать большой противень, то есть намазываем наш кремушек на дно тарелки для того, чтобы у нас первый слой у нас прилип к тарелке, и чтобы он не двигался. Укладываем. Можно чуть-чуть вот так вот поломать. У нас все-таки ленивый вариант. Уложили первый слой и сверху выкладываем наш крем. Старайтесь много крема не добавлять, то есть тут тоже должен быть баланс, должен быть и хруст, и сливочность. Ну, а сверху салат оливье. Да. Сверху также добавляем безе и еще 1 слой крема. Это целый торт уже. Ну, это не на одного человека, понятно. Все, далее украшаем. У меня здесь ягодки, клубничка. Укладываем произвольно. Можно сверху еще посыпать фисташками, тоже будет очень вкусно. И малинка. Укладываем нашу малинку.
Так, и украшаем мятой. Буквально немножечко добавляем. И слегка посыпаем пудрой. Так, Все. шикарно. Осталось только все это попробовать. Ну что, мы с Евгением готовили, упакались, Ну, упарились, давайте так. но нам не жалко, если вы попробуете. Я как наименее важный член коллектива начну дегустацию. Давайте дегустируйте, не стесняйтесь, А я Алексей. хочу вот это сразу. Давай, Павлову. Да, я сюда это. Когда я селедку без шубы. Даже я бы не сделал лучше, если честно. Правда вкусно очень. Вот это возьмите на заметку. Это бомба. Павлова бомба, да? Разлетится просто. Вот, серьезно. Сами видели, делать нечего, а разлетится за столом просто в секунду. Угу. Шпроты, творожный Просто сыр кремета, зернистая горчица, немножко лимона и наши огурчики. и огурчики, да. Все. Все просто, все быстро. Близнецы, весы, водолеи, знаки воздуха. Вы готовы послушать прогноз на 2026 год? Если вы представитель воздушной стихии, а именно близнецы, весы или водолей, то нужно сейчас слушать очень внимательно. 2026 год принесет вам большое количество перемен. С одной стороны, будет уходить то, что уже вам не нужно. Многое старое уже на самом деле изжило себя. И вам пора идти вперед. Но все сюрпризы этой жизни будут для вас максимально неожиданны. Поэтому постарайтесь подготовиться к ним в разных сферах жизни и с радостью встречайте все перемены. А еще держите эмоции под контролем. И тогда 2026 год закончится более позитивно, чем мог бы. Ну да, уже, в общем-то, и руны, которые раскладывал, сказал, что нужно все разрушить и начинать заново. Я готова. Я лошадь. А сейчас к нам в гости придет специалист по фэн-шуй Ольга Кобрина. Встречаем. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим Новым И вас с годом. наступающим. А что это у вас в руках? Это компас. Специальный компас называется «Лапань». И благодаря ему можно посмотреть, какие энергии находятся в помещении. Ага. Значит, этот компас используется в фэн-шуй. Фэн-шуй – это направление китайской метафизики, которое связано именно с помещением. Так, отлично. И что у нас в нашем помещении, в каком углу находится? Кого нужно удалить? Удалять никого не нужно, энергии могут быть, вернее, они все могут приносить пользу, но в зависимости от времени. Вот я расскажу про 26 год. Отлично. Система фэн-шуй, вот эта, которая рассказывает про качество энергии, называется летящие звезды. Есть годовые летящие звезды. Вот в год лошади они распределяются по секторам, по разным направлениям. Первое – это звезда императора. Звезды – это энергия. И император, он имеет силу, он имеет власть, и от его слова многое зависит. Все вообще зависит от императора. И если он не в настроении, то тогда лучше от него защититься. В 26 году энергия, которая называется «Звезда 5», находится на юге, вот там, где Александр сидит. Можно защититься от этой энергии с помощью простого металлического колокольчика. Так, Это не я должен защищаться, это от меня должны защищаться. Да, верно. От этой энергии надо защищаться. Да, Ну. действительно, вы правильно уточнили. Ну. все, защитили. Да. Если дверь или... Вы думаете, я квартиру вам дам или вести спальню- программу дальше, что ли? Если дверь в квартиру или в комнату попала на этот сектор, на юг, то можно вот этим колокольчиком воспользоваться. Конечно, такой большой не нужно вешать, достаточно поменьше будет. И это будет защита. Так. Следующая звезда находится вот в этом направлении. Это звезда номер 7, это юго-запад. Это звезда коммуникации, но так как в 26 году она не будет благоприятна, и она влияет так, что можно сболтнуть лишнего. Поэтому, если дверь попала на юго-запад, можно поставить
очень простое средство, соляное лекарство, так называемое. Это соль с водой в напольной вазе. Соль с водой в напольной вазе. Шикарно. Воды надо туда налить? Прям туда. Ну, можно побольше, да. Побольше воды Побольше воды. ставим в угол. Мне кажется, я сейчас испарюсь. Вы все время говорите, дверь, 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 а если там кровать стоит? Почему именно дверь? Дверь вообще в фэн-шуй считается очень важным местом, туда заходит энергия, она называется так называемый род ци. А мы можем с помощью фэн-шуй посмотреть, какого качества заходит энергия, что она дает, что она приносит. Какой следующий сектор? А следующий сектор северо-запад, вот это вот направление. И здесь, получается, звезда двойка, она приносит стагнацию, задержки, какую-то лень. Она еще связана с хроническими болезнями. Она как бы вынуждает человека заниматься здоровьем. Поэтому проигрывать ее можно очень просто, заниматься своим здоровьем заведомо. На западе тройка, на северо-востоке четверка. Значит, тройка, она дает и решительность, и смелость, но это, знаете, как в казино. То есть можно вообще все проиграть, за ней пойти. Поэтому лучше защититься от нее каким-то красным торшером. А на северо-востоке аналогичная защита, тоже торшер, но там другого качества энергия. Там энергия романтики и творчества. Но так как она неоднозначна, это не классная такая романтика, которая в итоге приведет к каким-то серьезным отношениям. Это может быть поверхностная. И вот этот подвох, от этого подвоха можно защититься, поставив вот такой красный торшер, либо абажур красный, либо лампу красную. Дальше что? И остались еще прекрасные звезды, которые приносят уже просто удачу. Они абсолютно однозначные. На востоке, это напротив, вот это направление здесь студия. Звезда 8 – это благополучие, надежность, стабильность, финансовый рост. И еще она помогает задуматься о накоплениях и легче с ней накапливать Наши деньги. дорогие зрители, это про вас, потому что именно там вы находитесь. Да, действительно. Юго-восток. Юго-восток, это получается вот там, где елочка, находится звезда 9. Это звезда быстрых денег, каких-то озарений, инсайтов. Это, вот, кстати, можно сравнить ее с характером лошади. Она такая огненная, быстрая, все так хорошо и удачно складывается с ней. И легче с ней привлечь внимание. Вот кто, например, выступает, можно использовать эту 9, и легче будет привлекать внимание. Шикарная звезда. Так. И еще одна звезда на севере 6. Это, получается, вот это кресло в том направлении. Это звезда дисциплины, силы воли. Классно ее использовать, когда нужно сесть на диету или заняться спортом и не пропускать. Или для детей прекрасно, когда они делают уроки, вот их, если посадить в эту шестерку, они будут их это делать и до конца доведут. Потому что если их посадить на северо-восток в четверку, это все, это прокрастинация, игры в компьютере, все такое. Шестерка вообще отличная звезда для дисциплины. И, кстати, для привлечения мужского внимания очень подходит. Где звезда 1? Звезда 1 находится в центре в этом году, к сожалению. Почему, к сожалению? Потому что она в центре, она заперта. Ее невозможно использовать на этот год. Ее закрыли. Ее закрыли. Временно. Но это временно. На следующий год она выйдет, и можно будет ее использовать тоже, да. Чудесная звезда для успехов в обучении. И вот кому нужно в этом вопросе. А я так понимаю, что еще по году рождения можно понять, Можно по году рождения, да. кого что ждет, да? Да, можно сориентироваться по году рождения, какие тенденции. Но только это, знаете, такие тенденции не стопроцентные, потому что нужно же посмотреть еще и год рождения, и месяц, и день есть, и час. Поэтому можно сказать просто о тенденциях. Например, год лошади это вот это направление южное соответствует ему. Здесь, ну, скажем так, осторожность не помешает в этом году. Ну, точно не надо вкладывать никакие в какие-то рискованные предприятия деньги. Здесь, вот это, например, это юго-запад, здесь это будет соответствовать звезде 7. И это годы козы и обезьяны. Вот, кстати, ваш год, да? Обезьянка. Вот, поэтому вам хорошо вот эти вот, например, запланировать со здоровьем, с иглоукалываниями, потому что иголочка проиграет эту энергию, как защита. Далее, на западе это год петуха.
Вот этим людям, кто в год петуха родился, у них может быть такие ситуации, когда им захочется отстаивать свою правду, вот прям справедливость, и в суд подать. Вот это лучше не делать. Лучше как-то в мирное русло уходить, потому что, ну, скорее всего, будет проигрыш. Потому что энергия очень такая неоднозначная. Для тех, кто родился в год свиньи и в год собаки, делаем вид, что лечимся, сдаем анализы, проигрываем такую энергию просто в течение года, заведомо уже это знаю. Крыса. Все отлично. Вот это вот дисциплина, сила воли. Если кто-то хотел что-то начать и давно уже не мог, вот хорошее время. Рожденные в год быка и тигра. Вот эта романтика и творчество, она, с одной стороны, может быть приятной, потому что человек может найти какое-то увлечение в этот год, которого раньше у него не было, ему будет радостно и интересно этим заниматься. Просто нужно смотреть, чтобы не сильно много тратиться на это, ну, заложить какой-то бюджет, потому что она так увлекает, что ты туда можешь спустить вообще все деньги. Для тех, кто родился в год кролика, классно, могут быть предложения о работе, и какой-то стабильный рост, расширение может быть, что касается бизнеса, масштабирования. Змея и... Дракон. Дракон. Юго-восток. Да. Вот. Александр уже эту систему понял. У меня сценарий лежит просто на руках. Змея и дракон. Здесь все отлично, классно. Это энергия, которая помогает достигать быстрее результатов. И поэтому, ну, какие-то старты, да, то, что хотели, вот это может сработать и будет успешным, это предприятие. Неважно, какая звезда прилетает с каким посылом, главное правильно ее встретить. Правильно, абсолютно верно. Нумеролог Кристина Егиазарова поделилась с нами прогнозом для каждой цифры на 2026 год. Давайте посмотрим. Люди, рожденные 1, 10, 19 и 28 числа любого месяца, в 2026 году проживут свою жизнь по-настоящему по новой. Они начнут новый проект, новую работу и почувствуют рост во всех сферах своей жизни. Люди, рожденные 2, 11, 20 и 29 числа любого месяца, в 2026 году найдут свою вторую половину или улучшат свои отношения. И действительно, этот год подарит вам такое слово, как домашний очаг, семья, любовь, род и уют. Люди, рожденные 3, 12, 21 и 30 числа любого месяца, смогут проявить свои таланты, потому что фортуна хочет от них именно этого. В свою работу или, возможно, в новое для вас направление добавьте чуть-чуть творчества, и вы увидите большие изменения. Люди, рожденные 4, 13, 22 и 31 числа любого месяца, в 2026 году обретут опору. Следите за своим здоровьем, берегите себя. И, конечно же, в работе вы тоже получите новые возможности финансовые. Соглашайтесь на это, потому что это даст вам в ближайшие 9 лет большой рост. Люди, рожденные 5, 14 и 23 числа, для вас этот год сумасшедших перемен. Жизнь вас будет буквально выталкивать во что-то совершенно новое. Соглашайтесь и не бойтесь. Люди, рожденные 6, 15 и 24 числа, смело защищайте свои границы. Вы сможете и отношения построить, и в работе укрепиться. Но самое главное правило – не предавать себя. Люди, рожденные 7, 16 и 25 числа любого месяца, вы в 2026 году станете намного мудрее. Этот год для вас будет больших переосознаний. Люди, рожденные 8, 18 и 26 числа любого месяца, для вас этот год большого финансового роста. Не давайте, пожалуйста, в долг, потому что вам точно не вернут эти деньги. Люди, рожденные 9, 18 и 27 числа, для вас этот год будет годом завершения очень важных процессов в вашей жизни. Главное, не бойтесь перемен, не держитесь за прошлое и легко отпускайте ненужное из вашей жизни. Еще одна гостья в нашей студии – Алена Орлова. Давайте ее встретим. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. А вы в этом году не с пустыми руками. Я в этом году снова с чудесами. Вас, я смотрю, уже тут и накормили, и приодели. Так. Ну, пора и почудесить.
И что будем делать? Будем открывать волшебный сундучок, вынимать оттуда все, что является подарками, во всяком случае, предполагаемыми подарками к наступающему году. Ну и самое главное, я расскажу кое-какие приемы, обряды, то, что использовалось женщинами для того, чтобы на целый год устроить себе счастье. Ну, разумеется, с мужчинами. Так, что делаем? Итак, что же мы делаем? В этом году мы женщинам дарим в основном шелковые платки и шали шерстяные. Вот такое яркое изобилие, чтобы, как говорится, горело все огнем, и вся женщина была как новогодняя елка, яркая и прекрасная. А кому дарить их надо? Любимым женщинам. Любимым же. То Это для маме, мужчин. бабушке. Маме, мужчины- бабушке дарить Мужчины чуть-чуть должны другое. дарить платочки нам. Да, шелковые, дорогие, а также шали. Но еще хорошо женщинам дарить различные гаджеты, все, что связано с кожей. Это же И, лучше. конечно, Машина с Вот кожаным это. салоном. и, конечно, драгоценности. А драгоценности все должны быть обязательно с красными камнями. Это могут быть и кораллы, и это могут быть и рубины, и что-то сплетенное. А розовые специально. можно? Розовые, но розовые это для невесты, потому что розовый кварц и розовый цвет. Нет, да зачем это вы кварц? невестин Нет, цвет. давайте про бриллиант. Все, что касается бриллиантов, дарить их можно в любое время года. Правильно. Чем больше, тем лучше. Это что? Также приветствуется очень наряжаться в золото и дарить золото. Женщинам любимым или же начальницам очень полезно дарить золото. Отлично. Это символ богатства для женщины. Все на слышали, весь что год. подарить начальникам? Да. Что касается мужчин, то мужчинам очень хорошо дарить кожаные настоящие ремни, Ага. портмоне, кожаные обязательно. нам подходит. А что касается кошельков и портмоне, пожалуйста, когда дарите, положите денежку, чтобы не пустой кошелечек, чтобы не пустота там гуляла, а уже денежка лежала. Так, с подарками мы разобрались. Женщинам бриллианты, мужчинам ремни. Все. А также конь – это очень активное животное. Оно любит скорость, особенно красный конь. Он будет бежать, что из сил, до самой цели. Поэтому надо дарить абонементы в фитнес, на спортивные состязания билеты для того, чтобы они повышали свой физический потенциал. Так, прекрасно. А что это у нас тут еще интересное? Я уже не говорю о том, что обязательно надо поменять все подушки, все коврики, которые перед дверью или за дверью лежат, Почему? потому что новое должно становиться обновленным во всех смыслах. Подушки – это новые сны хорошие, потому что подушки бывают с тяжелыми мыслями, они все это впитывают за год. Особенно если наплаканные подушки, и женщина горевала, то лучше их сменить, и пусть уже эти подушки подольше голова не опускается на них, потому что спать некогда от того, что жизнь пошла интересная. Так, подушки поменять. И коврик, который перед дверью, да? Тоже Оливье у обязательно. вас не будет не потому, что не Понятно. модно, а потому, что на подушке Так, разоритесь. а это у нас что? А вот это На оливье сейчас не хватит. отдельная история. Но сначала вот это. Красный шарф. Если мужчины женщинам дарят платки и шали, то женщине-мужчине, своему мужу, надо подарить красный шарф. Причем желательно связанный собственноручно. Но если уж сами вязать не умеете, хотя женщина всегда занимается рукоделием, и это ее во многом отвлекает и от тяжелых мыслей. И даже когда муж задерживается, это тоже отвлекает. Так вот, красный шарф вяжется, и в этот момент наговаривается одна интересная тема, то есть заговор. Как конь проворный смирен под хомутом, так и муж мой покорно будет с этим шарфом. Куда захочу, туда и поворочу, всех искушений от него отворочу. Будет век он со мной в упряжке одной. И, когда шарфик довязан, мужу надеваем
так же, как хомут, да, петелькой на шею и завязываем. И затягиваем. А вот если шарфик он не носит, ну, отказывается, а носит галстук, тогда хорошо купить ему Связать красный галстук. Вы знаете, да, что сейчас вошли в моду красные галстуки? И я вам больше того скажу. Есть у меня такое подозрение, что мужчины женатые, которые носят красные галстуки, судя по всему, имеют очень умных жен, которые знают про эти дела. Так, это мы поняли. Муж из дома далеко уходить не будет, если только на работу. Ага, а это что? Ну, бывают женщины ревнивые, сильно ревнивые, и все им мерещатся разлучницы. Или наоборот, муж такой стал вялый, что уже и не до любви ему. Ну и дети почему-то не зарождаются, не дает Бог детей. Ну, в этом случае нам поможет красная простыня. Покупаем новую красную простыночку. Есть у нас чашечка. Берем сахар, наливаем водичку. Давайте я. Наливайте. Вот женщины все умеют всегда понять друг друга. Размешиваем. То есть это сладкая вода. Сладкая вода. И что вы с ней будете делать? Сейчас увидите. И говорим, как сахар воду сладит, так и муж со мной ладит. Так. Стелю простыню красную на ночь страстную, на любовь, на счастье, на скорое зачатие. Держите простыночку. Главное запомнить теперь все это. Спасибо вам большое. С наступающим! Раки, скорпионы, рыбы, водные знаки. Да-да-да, Саша, слушай внимательно, ведь это прогноз на 2026 год. Если вы представитель водной стихии, а именно рак, скорпион или рыбка, то это ваш год. 2026 год, с одной стороны, принесет вам ваше, я не побоюсь этого слова, возвышение и огромные карьерные успехи. На каждом шагу вас буквально будут преследовать разные возможности. Особенно первые 7 месяцев. Поэтому все важные дела поторопитесь сделать в начале года. И тогда конец года для вас будет очень счастливым. Я так и не понял, правда, первые 7 месяцев хорошо, а дальше что, еще лучше или как? Но вообще хочу сказать, что я не то чтобы сильно верю в астрологические прогнозы, я, если честно, верю в людей, верю в себя и считаю, что нужно делать все со своей стороны, чтобы у тебя все получалось. И, собственно говоря, звезды здесь совершенно, на мой взгляд, ни при чем. Не слушайте вы никого. Как привыкли, так и встречайте. В конце концов, это и называется традицией. С Новым годом! С Новым годом! Я никогда не забывала про своих братьев и сестру. 19 лет не видела своих родных. Вот оно, новогоднее чудо. Хорош. Сказать, что я в шоке, это ничего вообще не сказать, У вас потому с тех пор что глаза большие. Вас же не четверо. мы здесь все, только не хватает тебя. Айда, моя золото. А что врачи-то говорили? То, что органы отказывают, то, что сердце работает одно. При этом она была в коме. Она была в коме. И что чудес не бывает? Нет. Верили до последнего? До последнего верили, и чудо свершилось, настоящее чудо. Верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся. Проснулась утром и достала бумажку. А там имя Роман. Поэтому ее гадание стало для нас судьбоносным. У Ксении есть сестра, близнец. Все верно. С ней тоже случилось новогоднее чудо. Кристина, идите к нам.